Всем привет! Сегодня посмотрим обзор еще одной новинки от российской фирмы «Звезда». И это модель гражданского авиалайнера Airbus 321ceo в 144 масштабе. На обратной стороне коробки мы видим, что набор содержит 145 деталей. Размер собранной модели будет составлять 39 сантиметров. Да, про цену не сказал. Цена, рекомендованная заводом, и составляет 1390 рублей. Также мы можем найти небольшое количество информации о прототипе самолета на двух языках, русском и английском, и фотографии собранной модели. Внутри коробки подставка, пакеты с литниками, декаль и инструкция. Всего в наборе 3 литника с деталями и 1 с прозрачными деталями. На первом фюзеляж самолета, выполненный двумя половинами. Здесь ничего нового нет, это стандартно. Части двигателя, которые не используются к данной модели, а используются к другой модификации 321. Части интерьера, шасси, механизация крыла, пилоны. О длине модели я бы, честно говоря, поспорил, но явно не дотягивает до 39 сантиметров. Следы толкателей находятся на невидимых частях модели, здесь все прекрасно. Год выпуска данного литника 2015. Структура пластика фюзеляжа имеет большую шероховатость, ее нужно будет убирать. Расшивка отличная, но здесь придраться не к чему. Колеса выполнены одной деталью. За исключением внутренней части диска. И это очень хорошо. Второй литник. Крыло выполнено из 3 основных деталей. Нижняя часть отлита вместе с частью фюзеляжа. И правая и левая верхние части крыла даны отдельными деталями. Механизация крыла, что передняя, что задняя, также даны отдельными деталями. Причем есть опция. Можно сделать вариант самолета в стояночном варианте, а можно и в варианте взлетающего самолета. Набор это позволяет. Но это как плюс, так и минус. Будут сложности с точной установкой деталей на модель. Год выпуска данного литника 2014. Само крыло имеет идеальную ровную поверхность. Почему фюзеляж такой, непонятно. В этом месте склейки обязательно образуется щель, которую нужно будет убирать. Но здесь большое количество расшивки, причем она имеет круглую форму. Восстанавливать будет нелегко. Опять же, может образоваться ступенька, будьте к этому готовы. В наборе 2 варианта винглетов. Один высокий, а второй треугольником. Литник с двигателями. Год выпуска его 2014. А так как их всего 3 в наборе, ну вы поняли, что модель не очень-то и новая. Ну, декаль, инструкция и коробка. Вот так-то. Большая часть деталей с данного литника не используется. Но двигатели выглядят неплохо. Хорошая расшивка. Судя по 321 из 2014 года, стыкуемость на высоте. Хорошо проработанные лопасти. Так что для любителей современной гражданки пойдет однозначно. Литник с прозрачными деталями. Пластины иллюминаторов,
остекления кабины пилотов. На мой взгляд, членение остекления, интересная фраза, членение остекления сделано очень удобно. Большая площадь, где будет лежать краска. Очень удобно будет обрабатывать места склейки, не боясь повредить прозрачные части. Мне лично так больше нравится. Подставка. Про нее я уже 100 000 раз говорил. Поменяйте на более изящную, кто собирается ей воспользоваться. Декаль. Вариант на ливрее фирмы Condor Airlines, немецкая авиакомпания. Основная база ее – аэропорт Франкфурта. Дата основания – 1955 год. Почему представлена в наборе именно эта ливрея? Ну, известно только звезде. На декале есть большой цветной лист на крыло, серебряные обводки иллюминаторов, декали на двери и большое количество технической информации. Инструкция черно-белая с описанием прототипа. Есть опция на 3 варианта сборки. Первый на подставке, взлетающий с убранными шасси. Второй стояночный вариант без подставки. И третий взлетающий с выпущенными, вернее не убранными шасси на подставке. Ну и сборка. Деталей в наборе немного, поэтому здесь шагов мало. В принципе, все понятно и прозрачно. На последней странице инструкции содержимое набора. Цветная вкладка со схемой окраски самолета и нанесением декалей. Вот такая новая, не новая модель, но своего хозяина найдет. На этом я заканчиваю на сегодня. Приобрести данный набор, а еще и с подарочками разными, вы можете на нашем сайте i-modelist.ru. Хорошей вам сборки, ваш Я Моделист и я, Виталий Новиков.